А перед началом данного видео я вам рекомендую зайти на сайт blogproger.ru. Здесь вы найдете самую актуальную и интересную информацию из сферы IT. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале BlogProger. И сегодня мы с вами продолжаем играть в код Monkey. Оказалось, что здесь еще есть разные курсы, которые я не заметил. То есть тот, который мы проходили в предыдущих видео, он, конечно, дальше был платный, но тут есть еще доступные курсы в пробной версии. Давайте их также посмотрим, что тут можно поделать. И давайте теперь уже пойдем по порядку. Тут есть, например, блочное программирование, CodeMonkey JR, ну, наверное, JavaScript, последовательность и циклы. Давайте попробуем. Тут что-то есть. Ну, давайте посмотрим, как оно выглядит на самом деле. Итак, загрузилось. Давайте посмотрим, что от нас тут хотят. Наверное... Ага. Но это что-то вообще очень простое. Здесь нам дают какие-то функции, уже выполненные. И, если честно, я не совсем понимаю, в чем тут сложность, конечно. Это вообще довольно все просто. Здесь что-то, видимо... Не знаю даже, о чем тут. Ага. Что я нажал, не получилось. Там хотя бы было текстовое, то есть нас учили писать. Нас как бы развивали в плане того, что такое существует, что нужно прописывать. Вот здесь пока что что-то непонятное. Ну давайте посмотрим, не будем торопиться с выводами, так сказать. Пока что все проходится довольно легко. Если так дальше пойдет, то это все пройдется у нас за буквально минут 20. Ну давай попробуем. Угу. Да. Так, вправо, вверх, вправо. Ну, даже несмотря на то, что здесь есть уже новые какие-то команды, все еще легко. Я не совсем уверен, что такое блочное программирование, если честно. То есть, видимо, это уже за нас все прописано и продумано. Наверное, это совсем для детей. То есть это как, знаете, робот. Вот я знаю точно... Стоп, там что-то я, видимо, не допрошел. Там есть такой персонаж. Нужно еще вот это собрать. Робот. Вот. В ЕГЭ или в ОГЭ, по-моему. В ОГЭ есть вот такое задание с роботом, которое мы должны выполнить, и оно считается сложным как бы для ОГЭшников. Но с другой стороны, интересно, если я вот так сделаю, оно сработает. Давайте посмотрим. Да, сработало. Сейчас мы возьмем сокровище, не переживай, обезьянка. Так, раз и два. Так. Ну, в принципе, да. Вот так. Возможно, это как бы совсем действительно для детей, которые только вошли в этот мир программирования и еще не совсем понимают, что здесь вообще происходит, скажем так. В принципе, у всех программистов такой же вопрос иногда возникает. Вот, что здесь вообще происходит. Но они как-то продолжают идти дальше и такие, ну, ладно, как-нибудь по ходу разберемся. Скажем так. Давайте попробуем вот так вот. Понятно. Так, давайте тогда все уберем. Можно убрать это все? Как убрать? Как перезагрузить?
Ага, перезагрузить нельзя. Интересный поворот. Так. Вот, ага, можно убрать. Как-то можно убрать. Вот так вот, вот так вот. Так. Ну, допустим, мы просто прыгнули вправо, сделали. 4. И опять просто прыгнем. Давайте сделаем так. Так, ну, на данный момент конкретно CodeMonkey JR, вот, конкретно этот курс мне не очень нравится, я вам честно скажу. Вот. Хотя, в целом, ну, видимо, это совсем для детишек. То есть, прям для детишек. Так, сколько тут? Так, наверное. Хватит? Не хватит? Сейчас посмотрим. Так. Все верно. Лишний раз сделал. Ну, ничего страшного. Давайте уберем одну штучку и еще раз сделаем. Чтобы все, так сказать, корректно у нас было. На 3 звезды. Да. Люблю проходить все на 3 звезды. Ужасная привычка. Так, вверх, вправо, вправо, вверх, вправо. Как-то так. Я, естественно, на глазок это делаю, я ничего не считаю, мне, если честно, лень. Вот. Так. Ага. Это у нас доступно. Так, отлично. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Так. Угу. Это что-то вообще непонятное. Пока что. Ну, все вроде верно. Да. Дальше. Тут, в принципе, все просто. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5, 6 пусть будет условно. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно, примерно на глаз прикинул. Неужели мы пройдем это? Это что такое? Вот. Ну вот это уже что-то похожее на программирование. Тут хотя бы циклы нам показывают, как действуют. Но это, видимо, да, совсем для детей, чтобы они разобрались хотя бы в графическом плане. Либо, почему для детей совсем, я, наверное, уж немножко переборщил с таким заявлением. Возможно, это для тех, кто в целом никогда вообще даже не понимал, что такое программирование, и с этого, может быть, им стоит начать. Хотя писать текст, по-моему, ну, более выигрышно, на мой взгляд. Так, потому что, ну, во-первых, конкретно в этом курсе задания вообще все одинаковые, вот, и, собственно, ну, пока что я ничего интересного не увидел для себя. Так, что я тут остановился почему-то. Так, ну, вроде это я тоже прошел. Так, теперь вниз давайте. Будем прыгать до скончания века. Так. Я все еще тлею надежды, что там будет что-то еще интересное. Ну, пока что вот как-то так. Так. Раз. Ой, не то поставил. А можно ли растянуть как-то эту функцию? Потому что было бы прелестно, если бы ее можно было растянуть. Или можно еще раз ее взять, или как? Вот. Вот так вот. Давай посмотрим. Вроде должно работать. Да. Как бы я все правильно, в принципе, придумал, просто графически не понял, что ее можно растянуть. Ну и, в принципе, вот так вот решили эту задачку. Так, пойдем дальше. Ну, это уже хоть что-то похожее на
интересное какое-то взаимодействие. Потому что здесь хотя бы нужно было чуть-чуть посмотреть, что можно сделать. Вот. Здесь тоже, в принципе, несколько вариантов было. Так, ну вот здесь можно, например, сделать вот так. Потом сделать шаг вправо. Хотя это вот сейчас это не сработает, по идее, я так думаю. Ага. Так, давайте это... Да, я понял. Так, давайте это тогда изменим, сделаем нормально. Я думаю, можно будет и так, но получается вот так. Сейчас он прыгнет, ударится. В принципе, как-то так. Сейчас посмотрим, может быть... Ну, вообще, это не очень хорошее сейчас сделал дело. По-хорошему мне должны дать 2 звезды. И будет странно... Да, даже не 2. Угу. Так, если честно, я так и не нашел вариант решения, который мог бы быть короче. Если вы догадались, пишите в комментариях, потому что я что-то не могу сообразить. Ладно, давайте дальше продолжим. Может быть, здесь есть возможность как-то запрыгнуть именно на вот эти дощечки. Я просто ее не вижу и не понимаю. Вот, такое вполне возможно. Давайте попробуем еще раз. Может быть, действительно это можно сделать. Я просто не понимаю, как это сделать. Давайте еще раз вот так вот сделаем и попробуем. Видите, мартышка бьется. Может быть, я не понимаю какую-то механику местную, что вполне возможно на самом-то деле. Но, извините, как бы было бы странно. Так. Стоять. Значит, что у нас тут происходит? Нам нужно сделать прыжок вверх, потом прыжок вверх. Дальше нам нужно сделать движение влево, потом опять прыжок вверх. По-моему, как-то так должна выглядеть наша функция, точнее наша программа блочная, так сказать. Да. Все, здесь все корректно. Единственное, вот с прошлым заданием я что-то так и не разобрался, как можно было сделать еще короче. Так, ну здесь явно вверх, потом еще раз вверх, потом влево. Так. А ну-ка, если зациклить, что будет? Давайте посмотрим, что будет, если зациклить с помощью нашего цикла. Так, влево прыжок. Так, так, так. Ага, ну это неправильное решение. Так, да, неправильное решение. То есть он где-то здесь ударился. Если делать так. Раз, два, прыжок, прыжок, раз, два. Ну вот это должно быть корректное решение, да. Дальше пойдем.
Здесь опять вот так, влево, вверх. По идее, как-то так должно быть решено это. Интересно, я действительно до сих пор не могу сообразить, как там можно было решить эту задачу по-другому. Но если вы, я же говорю, нашли это решение, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, 3 звезды, отлично. Теперь здесь вверх, влево. Вот так получается. Правильно я понимаю? Так. И вот так. Вверх, влево. Вверх, влево. Ну, тут уже ничего интересного. По-моему, то же самое было и в предыдущем задании. Только последовательность немножко другая. Но это уже не очень интересное задание. Вот то мне даже пришлось что-то подумать, прям не знаю. До сих пор пока что думаю. Если найду до конца видео решение, то обязательно его покажу. Сюда вправо. И вот так на постоянку. Ну, здесь уже хоть что-то интересное. Так, это сюда. Это сюда. И вот сюда. Поехали. 1, 2. Тудыц. 1, 2. Тудыц. 1, 2. Так, прекрасно. Следующее задание. Нам нужно сделать прыжок вверх. Точнее, вправо, вверх. И потом сделать несколько шагов. Сколько? 1, 2. Ну, как-то вот так должно быть. Так. Прыжок. Так. Угу. Ну да, вроде все верно. Все, я так понимаю, это был весь вообще курс, который связан с подобным. Мы его как бы с вами успешно прошли, практически успешно. Вот, одно задание до сих пор у меня в раздумьях. Мы с вами обязательно познакомимся со следующими курсами, которые там есть. Например, трудолюбивый бобер, тут еще есть какие-то, мы со всеми ознакомимся. Но это уже в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте заходить на сайт blogproger.ru. Там очень много интересной и полезной информации. Всем пока!